Сегодня я покажу, как можно интересно обыграть известную схему воротничка. Воротничок не сборит, не фалдит, красиво лежит на плечах. В этом видео мы рассмотрим, как можно увеличить ширину воротничка. Конечно, недостаточно просто навязать любые столбики, нужно, чтобы узор сочетался с основным рисунком, поэтому я сделала здесь лепесточки, как и на основном рисунке, и кайму сделала также в виде лепесточков интересных. Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал, и сегодня я предлагаю связать вот такой очаровательный воротничок крючком. Давайте рассмотрим его поближе. Посмотрите, какой он нарядный. Очень интересный узор у него. Я здесь совместила несколько схем, сделала свои какие-то изменения. Кайму сама тут придумала. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Этот воротничок я вязала давно, и сейчас будем пытаться повторить его. Но что у нас получится, мы увидим в конце видео. Длина этого воротничка по внутреннему краю. Давайте вместе померим. У меня получилось 49-50 сантиметров. Я делала блокировку этого воротничка. Ширина 9,5 сантиметров. Но у каждой мастерицы будет свой размер. Это зависит от выбранных ниток, от плотности вязания, от крючка. Этот воротничок я вязала из ниток Денди от Камтекс в 50 граммах 330 метров. Стопроцентный мерсеризованный хлопок, белоснежная, очень приятная нитка. Какие варианты я бы еще посоветовала выбора? Это пехорка ажурная в 50 граммах 280 метров. Она немножечко потолще, чем Денди. Так. Виолет от Yarn Art в 50 граммах 282 метра. Они такие же, как пехорка ажурная по толщине получаются. Далее, как вариант, можно использовать лилию кировскую, но она не такая белоснежная, она немножечко имеет такой оттенок кремовый. Роза, также кировская, очень приятная нитка, хорошо держит форму, и по толщине я считаю, что она также подходит. Но сегодня я буду вязать из ниток Анна 16, это также стопроцентный мерсеризованный хлопок. В 100 граммах 530 метров. Ниточка немножко потолще. Посмотрим, что получится у меня сегодня. Какие размеры, я скажу уже в конце видео. Так. Схему сегодня я, наверное, не буду давать, так как серединка это популярная, распространенная схема, а начало и кайму я уже вязала на глазок, на свое усмотрение. Ну или давайте я серединку сейчас прикреплю, вот эту схему, кусочек на экране. Вы можете посмотреть, узнаете ее и увидите, как можно из обычной схемы преобразить, и уже получится совершенно другой воротничок. Если вам нравится эта работа, поставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Ну давайте приступим к работе. Крючок буду использовать 1,25 миллиметра. Итак, делаем начальную петлю. Набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. И в первую петлю, в начальную, провязываем столбик с накидом. Третью петлю от крючка. Получилась вот такая капелька.
Снова делаем 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, и в третью петлю от крючка столбик с накидом. Вторая капелька готова. 3 воздушные, 1, 2, 3, и в третью петлю столбик с накидом. Еще раз давайте. 1, 2, 3, столбик с накидом. Итак, мы связали 1, 2, 3, 4 капельки, а нам нужно 48. Вяжем самостоятельно цепочку и встречаемся. Ну вот, провязали цепочку из звеньев, 48 капельки. Давайте померяем длину. Когда измеряем длину первоначальной цепочки, мы ее растягиваем по максимуму. После блокировки она растянется, так что тянем посильнее. Вот пока у меня 45 сантиметров, но она еще растянется. Если хотите сделать подлиннее или покороче, то набираем количество звеньев кратно 3 и сами рассчитываем длину начальной цепочки. Итак, первый ряд у нас готов. Вяжем второй ряд. 2 воздушные петли, 1, 2, накид, и во вторую петлю от крючка провязываем, вот по 2 ниточки вставляем, столбик с накидом. Выполнили начальный кластер из 2 столбиков с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, накид, и сюда же в эту петлю, куда мы провязывали вот основу предыдущего кластера, вот также вставляем крючок под 2 ниточки, провязываем также кластер из 2 столбиков с накидом. Первый столбик с накидом не до конца, 2 петли на крючке, накид, вставляем крючок сюда же в эту петлю и вяжем второй столбик с накидом не до конца. 3 петли на крючке, закрываем. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, арка, накид, пропускаем 2 капельки, 1, 2, и в петлю, куда мы провязывали вот столбик с накидом второй капельки, вот вставляем крючок между 2 звенышек и провязываем кластер. Первый, второй столбик не до конца, 3 петли на крючке, закрыли, 3 воздушные, 1, 2, 3, и сюда же в эту петлю провязываем еще один кластер. Первый, второй столбик с накидом не до конца, закрыли. Вот такие лепесточки у нас. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, снова пропускаем 2 капельки и в основании вот второй капельки провязываем также 2 кластера из 2 столбиков с накидом, между ними арка из 3 воздушных. Провязали первый кластер, 3 воздушные петли, и сюда же вяжем второй. Готово. Далее 4 воздушные. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 4 воздушных петель. И теперь в начальную петлю также 2 капельки мы пропускаем, провязываем 2 кластера. Первый, три воздушные петли,
И второй кластер сюда же, в эту начальную петлю. Так. Второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это начальный столбик с накидом. Разворачиваем. 1 воздушная петля, арка, накид. И теперь в арку между кластерами провязываем столбик с накидом. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. В следующую арку из 4 петель провязываем столбик с накидом. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. В следующую арку между кластеров также столбик с накидом. 4 воздушные. Столбик с накидом в следующую арку из 4 петель. Так вяжем в каждую арочку по столбику с накидом и между ними арки из 4 воздушных. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последнюю арку из 4 воздушных, накид, подошли к арке из 3 воздушных, в нее провязываем столбик с накидом, 1 воздушная петля и последний кромочный столбик с накидом в вершину кластера последнего. Вот такое завершение ряда. Третий ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 4 ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем. Накид. И в арку из 1 воздушной провязываем столбик с накидом. Накид. Пропускаем столбик и в следующую арку из 4 воздушных провязываем 4 столбика с накидом. Пропускаем столбик и в следующую арку также вяжем 4 столбика с накидом. Так вяжем до конца ряда. В каждую арочку провязываем по 4 столбика с накидом. Подойдем к концу ряда, встретимся и вместе провяжем завершение ряда. Подходим к концу ряда, провязали 4 столбика в арку, накид, теперь столбик с накидом в следующую арку из 1 воздушной петли и столбик с накидом в 3 воздушную петлю подъема предыдущего ряда в вершину начального столбика с накидом. 4 ряд у нас готов. Вяжем 5 ряд. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами. Разворачиваем. 5 воздушных петель набираем еще арочку. 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас нам нужно выполнить сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Итак, делаем 2 накида. Первую ножку сплита провязываем в вершину первого столбика с накидом. Закрыли 2 накида, 2 петли на крючке. Снова делаем 2 накида, пропускаем 2 столбика и в следующий, в третий провязываем вторую ножку сплита. Закрываем 2 накида, 3 петли на крючке, закрываем. Вот такой сплит из 2 столбиков с 2 накидами. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида и снова вяжем сплит. Первая ножка в тот же столбик, куда вязали вторую ножку предыдущего сплита. Закрыли 2 накида, сделали 2 накида и вторую ножку также вяжем в 3 столбик. 2 пропускаем, в следующий вяжем столбик с 2 накидами не до конца, 3 петли на крючке, закрываем.
5 воздушных, арочка. И снова вяжем сплит. Первую ножку в тот же столбик, 2 пропустили, и вторую ножку в следующий, закрыли, 5 воздушных. Вот что у нас получается. Продолжаем вязать самостоятельно сплиты из 2 столбиков с 2 накидами, между ними арки из 5 воздушных. Встречаемся в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда, провязали сплит. Нам осталось сделать последний сплит. Делаем первую ножку, 2 накида, вторую ножку провязываем в 3-ю воздушную петлю подъема, вершину начального столбика. Также здесь мы 2 столбика пропускаем. Готово. И теперь также делаем еще одну арку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И куда провязывали последнюю ножку, делаем просто столбик с 2 накидами. Здесь у нас с краю не сплит, а столбик с 2 накидами. Вот так. 5-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 6-й ряд. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, разворачиваем и в арку из 5 воздушных провязываем столбик с накидом. Вот такая кромочка воротника. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, накид, и в следующую арку провязываем столбик с 1 накидом. Накид. Теперь нам нужно сделать сплит из 2 столбиков с 1 накидом. Первую ножку вяжем в эту же арку, куда вязали столбик с накидом, накид. Вторую ножку вяжем в следующую арку, столбик с накидом не до конца, 3 петли на крючке, закрываем. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид. Снова делаем сплит из 2 столбиков с 1 накидом. Первая ножка в ту же арку, куда вторая ножка предыдущего сплита, накид. Вторая ножка в следующую арку, закрыли, 3 петли на крючке. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и снова делаем такой же сплит. Первая ножка в эту же арку, вторая ножка, столбик с накидом не до конца, в следующую арку, 3 петли, закрываем. И теперь в эту же арку провязываем еще 1 столбик с накидом. Итак, столбик, 3 сплита, столбик. Теперь 5 воздушных, арочка побольше, 1, 2, 3, 4, 5. И переходим, провязываем такой же фрагмент. Накид, в следующую арку столбик с накидом. Далее идут 3 сплита, между ними арки из 4 воздушных. Первый сплит, 4 воздушных. Второй сплит, 4 воздушных, арочка. И третий сплит. И после третьего сплита провязываем еще 1 столбик с накидом в эту же арку. Перед первым сплитом у нас столбик, и после третьего 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, и начиная со следующей арки вяжем такой же рисунок. Все, продолжаем вязать и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали 3 сплита, столбик с накидом, далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, и в следующую арку
Провязываем 2 столбика с накидом. Последний столбик можно провязать в 4-ю воздушную петлю подъема, в вершину начального столбика с накидом, но он и так становится на свое место. Так, 6-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 7-й ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, разворачиваем, накид, и во 2-й столбик провязываем столбик с накидом. Вот такая кромка. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, делаем 3 накида. И в следующую арку из 5 воздушных петель в серединку вставляем крючок. Можно прямо под саму арочку. Можно найти 3-ю петлю и в нее воткнуть крючок. Провязываем столбик с 3 накидами. Провязали. 2 накида. И теперь в первый накид вот этого столбика, вот у нас переплетение, вот 2 ниточки наискосок. Это и есть первый накид столбика с 3 накидами. Вставляем крючок под 2 ниточки и провязываем столбик с 2 накидами. У нас как бы получается столбик на ножке. Теперь делаем 1 накид. Смотрим внимательно на столбик с 2 накидами. И также в нижний накид, в первый, вот под 2 ниточки на столбике с 2 накидами, вставляем крючок и провязываем столбик с 1 накидом. Мы этот столбик еще с вами вместе провяжем. Вот такой тройной столбик с 3 накидами, с 2, с 1. Треугольничек получается. Это уголочек треугольника. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, накид, и в столбик с накидом в следующий провязываем столбик с накидом, накид, и в вершину сплита также провязываем столбик с накидом. 2 столбика подряд провязали. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, накид, и вяжем сплит. Первая ножка в следующую арку, столбик с 1 накидом не до конца, накид, 2 ножка в следующую арку, закрываем. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, столбик с накидом в вершину следующего сплита и столбик с накидом в следующий столбик. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И сейчас снова вяжем сложный столбик из 3 разновеликих столбиков. Итак, сделали 3 накида. Под арку вставляем крючок, провязываем столбик с 3 накидами. Попарно закрыли все петли на крючке. Делаем 2 накида. Вставляем крючок под накид. Вот в эту перепоночку нижнюю под 2 ниточки. Провязываем столбик с 2 накидами. Теперь делаем 1 накид и на столбике с 2 накидами находим также нижний накид и под 2 ниточки вставляем крючок и провязываем столбик с 1 накидом. Вот так. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В следующий столбик с накидом провязываем столбик с накидом и в вершину сплита также столбик с накидом. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, и вяжем сплит. Первая ножка, столбик с накидом в следующую арку, накид, и 2 ножка в следующую арку, закрываем. 4 воздушные, столбик с накидом в вершину сплита и в следующий столбик также столбик с накидом. 5 воздушных, 1, 2, 3,
4, 5 и снова сложный столбик, состоящий из 3 разновеликих столбиков. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся. Подошли к концу ряда, провязали последний сложный столбик, 5 воздушных петель и также в конце делаем 2 столбика с накидом, кромку воротника, последний столбик в 3-ю воздушную петлю подъема, вершину начального столбика с накидом. Вот так. 7-й ряд у нас готов. Вяжем 8-й ряд, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, начальный столбик с накидом, разворачиваем и в следующий столбик провязываем столбик с накидом. Выполнили 2 столбика, кромочка, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, накид. И теперь у нас 3 столбика разновеликих. В первый провязываем 2 столбика. Здесь у нас прибавочка. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом. В средний 1 столбик с накидом и в третий 2 столбика, также прибавочка. Итого 5 столбиков с накидом получается. Провязали. Теперь 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, накид. В следующие 2 столбика по столбику с накидом, 1 и в следующие 2. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Все арки в этом ряду у нас из 5 воздушных петель, накид, пропускаем сплит и в следующие 2 столбика по столбику с накидом, первый и второй. Снова 5 воздушных арка, 1, 2, 3, 4, 5. И на этих 3 столбиках также провязываем 5 столбиков. В первый прибавочка 2 столбика с накидом, в средний 1 и в третий также прибавочка 2 столбика с накидом. Провязали 5 столбиков. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. В следующие 2 столбика по столбику с накидом и арка из 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем сплит в следующие 2 столбика по столбику с накидом, первый и второй. Далее арка из 5 воздушных и снова 5 столбиков. Все, продолжаем вязать по рисунку самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последние 2 кромочных столбика с одним накидом. 8-й ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 9-й ряд, 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, разворачиваем и столбик с накидом в следующий столбик, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Переходим к группе из 5 столбиков и также в первый вяжем прибавку 2 столбика с накидом, в следующие 3 по 1 столбику с накидом, и в последний, в 5-й, также прибавка 2 столбика с накидом. Итого получается 7 столбиков с накидом. Далее
5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, накид. В следующий столбик с накидом, вот он у нас первый на группе из 2, провязываем столбик с накидом, пропускаем второй вот столбик и в арку из 5 воздушных провязываем столбик без накида. Накид, пропускаем первый столбик и во второй вяжем столбик с накидом. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Далее вяжем 7 столбиков. В первый 2 столбика с накидом, в следующие 3 по одному, и в последний, в пятый, также прибавка 2 столбика с накидом. Провязали 7 столбиков, 5 воздушных, столбик с накидом в следующий столбик, столбик без накида в арку, пропускаем столбик и в следующий, во второй столбик с накидом, 5 воздушных, и снова идут 7 столбиков с накидом. Продолжаем вязать по рисунку. Также в конце ряда провязали 2 столбика с накидом кромочные. 9 ряд у нас готов. Вяжем 10 ряд. 3 воздушные петли, начальный столбик с накидом, разворачиваем и вяжем столбик с накидом в следующий столбик. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Переходим к группе из 7 столбиков и также в первый и последний провязываем прибавочки, а в средние 5 столбиков по одному. Итак, в первый столбик вяжем 2 столбика с накидом, в следующие 5 по одному столбику, 1, 2, 3, 4, 5 и в последний, в седьмой, также прибавка 2 столбика с накидом. Получилось 9 столбиков. Далее у нас идет цветочек. Далее 1 воздушная петля, арочка и еще 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Начинаем формировать цветочек. Это у нас начало первого лепестка. Сделали 2 накида. Вот первая воздушная петля, вторая. Вставляем крючок во вторую и провязываем столбик с 2 накидами, но не до конца. 2 накида. Сюда же в эту петлю, она у нас 5-я петля от крючка, провязываем еще 1 столбик с 2 накидами, не до конца. 3 петли на крючке. Далее делаем второй лепесток. 2 накида. Переходим к арке из 5 воздушных и вставляем крючок в саму арку, в серединку, не под арочку, чтобы лепесточек был острый, а втыкаем крючок в воздушную петлю. У нас 2 ниточки наверху и 1 внизу, чтобы петля была не вытянутая. Провязываем первый столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида, сюда же в эту петлю второй столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида и третий столбик с 2 накидами сюда же в эту петлю, но не до конца.
Так, 6 петель на крючке. Теперь вяжем третий лепесток. Сделали 2 накида, переходим к следующей арке, столбик без накида мы пропускаем и вставляем крючок в арку, также в серединку ее, в центр, в третью воздушную петлю на арочке. Также у нас 2 петли наверху, 1 внизу. Провязываем первый столбик с 2 накидами, 2 накида, второй, закрыли 2 накида, снова делаем 2 накида и сюда же в эту петлю третий столбик с 2 накидами. У нас на крючке 6 петель. Сейчас подхватываем рабочую нить и протягиваем через все петли. Вот у нас получился сплит из 3 кластеров, 3 лепесточка. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида и в вершину вот этого сплита тройного провязываем 2 столбика с 2 накидами, но не до конца. Первый столбик провязали, 2 накида и сюда же в вершину второй столбик, 3 петли, закрываем. Вот такой 4 лепесточек. 1 воздушная петля, арочка после лепесточка, накид и снова вяжем. Так, сколько у нас? 9 столбиков получится. В первый 2 столбика. Мы сейчас этот цветочек еще раз вместе провяжем. Еще 1 лепесточек будет у нас, когда мы будем вязать обратный ряд в обратную сторону. Так, в следующие 5 по 1. Цветочки состоят у нас из 5 лепестков. Провязали 5 столбиков, а в последний, в 7, делаем также 2 столбика, прибавочка. Итого 9 столбиков провязали. Так, давайте снова цветочек вместе. 1 воздушная и еще 5, итого 6. 1. Так, набрали 6 воздушных, 2 накида и в 5 петлю от крючка провязываем 2 столбика с 2 накидами, но не до конца. 3 петли на крючке. Снова делаем 2 накида и в середину арки вставляем крючок. Провязываем кластер из 3 столбиков с 2 накидами, но не закрываем пока. Так, 6 петель на крючке и сразу вяжем 3 лепесток. 2 накида, переходим к следующей арке и также вставляем крючок в серединку и вяжем еще 3 столбика с 2 накидами, но не до конца. Девять петель, закрываем. Вот так. И вяжем 4 лепесток, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида и вот сюда в серединочку провязываем 2 столбика с 2 накидами, но пока их не закрываем. Так, 3 петли на крючке и теперь уже за один прием закрыли. 1 воздушная и далее идут у нас 9 столбиков с накидом. Все, продолжаем вязать самостоятельно и встречаемся в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда, провязали последнюю арку из 5 воздушных и также делаем 2 столбика
с накидом кромочный первый и второй столбик с накидом в вершину начального столбика в третью воздушную петлю подъема. 10 ряд у нас готов. Вяжем 11 ряд. Итак, 4 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, 4. Это начальный столбик с 2 накидами. Разворачиваем, делаем 2 накида и вяжем сплит. Первую ножку во второй столбик, столбик с 2 накидами не до конца, 2 петли на крючке, 2 накида. И теперь вторую ножку провязываем в первый столбик на группе из 9 столбиков. Вот такое начало ряда у нас. 6 воздушных арка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 накида и снова вяжем сплит из 2 столбиков с 2 накидами. Первая ножка в тот же столбик, куда мы вязали ножку предыдущего сплита, 2 накида, пропускаем 3 столбика, 1, 2, 3 и в следующий, в средний, вторая ножка, столбик с 2 накидами не до конца, 3 петли, закрываем, 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 накида, снова вяжем сплит, первая ножка туда же, столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида, пропускаем 3 столбика и в последний, 9, вяжем вторую ножку, закрыли 3 петли. Далее 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 накида и теперь в серединку цветочка, вот сюда, вот тут у нас отверстие, будем провязывать кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Вставляем крючок сюда в центр цветочка, провязываем первый столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида сюда же, второй столбик с 2 накидами не до конца, 2 накида и третий столбик с 2 накидами не до конца, 4 петли на крючке, закрываем. Вот такой 5-й лепесток на цветочке. 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 накида и далее у нас идут 2 сплита из 2 столбиков с 2 накидами. Первая ножка в первый столбик на группе из 9, провязали первую ножку, 2 накида, пропускаем 3 столбика и в средний вторая ножка, 3 петли, закрываем, 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 накида и снова сплит. Первая ножка сюда же, куда вторая ножка предыдущего сплита, 2 накида, вторая ножка в последний, в 9 столбик на этом треугольничке, 3 петли, закрываем, 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и снова вяжем лепесток 5 на цветочке кластер из 3 столбиков с 2 накидами. Первый столбик не до конца, второй столбик с 2 накидами и третий столбик, 4 петли, закрываем, лепесточек готов, цветочек у нас вот такой получается, 6 воздушных и снова 2 сплита, 2 уголочка на треугольнике. Все арочки у нас 6 воздушных петель. Все, вяжем по рисунку и встречаемся в конце ряда. Итак, подходим к концу ряда, провязали арку из 5 воздушных петель, еще 1 сплит
из 2 столбиков с 2 накидами. Вторая ножка в столбик с накидом в кромочный. И столбик с 2 накидами в вершину начального столбика. Вот так. 11 ряд у нас готов. Вяжем 12 ряд. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваем и в следующий сплит вершину провязываем столбик с накидом. В следующую арку вяжем 7 столбиков с накидом и в каждую арку этого ряда провязываем по 7 столбиков с накидом. 4, 5, 6, 7. Переходим к следующей арке и в нее также вяжем 7 столбиков. Так вяжем до конца ряда. В каждую арку провязываем по 7 столбиков с накидом, а сплиты и кластеры мы пропускаем. Все, вяжем самостоятельно по 7 столбиков в каждую арку. Подходим к концу ряда, провязали последние 7 столбиков в арку. И теперь делаем 2 кромочных столбика с накидом в вершину следующего сплита и в вершину начального столбика с 2 накидами. 12 ряд у нас готов. Вяжем 13 ряд. Воздушная петля подъема, разворачиваем и в первый столбик провязываем столбик без накида. Выполнили начальный столбик без накида. Далее 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 4 столбика, 1, 2, 3, 4 и в следующий столбик без накида. 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 6 столбиков, 1, 2, 3 на этой арке, 1, 2, 3 на другой. И в средней, вот на группе из 7, провязываем столбик без накида. Снова 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6 в следующий столбик без накида. Так вяжем арочки из 7 воздушных петель в средний столбик вот на каждой группе из 7 столбиков. Давайте провяжем их самостоятельно и встретимся. Подошли к концу ряда, провязали 7 воздушных петель и в третью воздушную петлю подъема столбик без накида провязываем. Всю ниточку сейчас мы отрежем. Что нам сейчас нужно сделать? Мы с вами вяжем завязку, прикрепляем к уголочку, делаем обвязку короткого края и провязываем последний 14 ряд на внешней стороне воротничка. Вяжем до другого уголочка. Далее обвязываем второй короткий край и делаем вторую завязку. Вот такая у нас сейчас будет с вами работа. Как мы делаем завязочку? Так, воротничок пока уберу. Сделали начальную петлю.
3 воздушные петли и в начальную петлю провязываем столбик с накидом. 3 воздушные петли. Сейчас вяжем такую же цепочку, с которой мы начинали нашу работу. Вот как мы провязывали внутренний край воротничка. В третью петлю от крючка провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, в третью петлю столбик с накидом, 3 воздушные, столбик с накидом в третью петлю. Вот такие капельки. Так, вяжем до нужной длины. У меня длина шнурочка. Так, сейчас померяем примерно. Ну, 30-31 сантиметр. Вяжем самостоятельно. На конце можно сделать и капельки, но это кому как больше нравится. Как делать такие капельки, мы с вами уже знаем. Вязали такие кончики на других воротничках. Все, вяжем шнурочек нужной длины и встречаемся. Ну вот мы связали с вами шнурочек. Сколько звеньев мы сделали на этом отрезке, столько звеньев будем делать и на второй завязочке. Так, теперь берем наш воротничок, смотрим, чтобы он глядел на нас лицевой стороной. Вот мы закончили вязать последний 13 ряд, ниточка, значит вот эта сторона у нас лицевая. И присоединяем сейчас завязку к нижнему уголочку. Вот у нас последняя капелька. Провязываем в ее вершину столбик без накида. Так, прикрепили шнурочек и теперь делаем обвязку короткого края. Обвязываем столбиками без накида, но на одинаковом расстоянии делаем пико из 2 воздушных петель. Я обычно делаю, но если вам нравится пико побольше, можете делать и из 3 петель. Но у меня ниточки плотненькие, поэтому я делаю из 2 воздушных. Итак, столбик без накида. Так, влево отступаем и на равном расстоянии провязываем. Делаем обвязочку. Так, 2 столбика. Давайте в следующую арочку 3, 4 и под следующий столбик 5. Сделаем пико через 5 столбиков. Сильно не натягиваем, чтобы край был не стянутым. Так, теперь 2 воздушные петли и делаем соединительный столбик в вершину последнего столбика без накида. Пико готово. Столбик без накида под этот же столбик. Под следующий столбик провяжем 1, 2, 3. И под следующий столбик также столбик без накида. Итого после пико провязали 5 столбиков. И снова делаем пико. 2 воздушные, соединяем вершину последнего столбика без накида и снова вяжем 5 столбиков. Под этот же столбик, под следующий, 2, 3, под следующий, 4, 5 и снова делаем пико. 2 воздушные, соединяем и снова 5 столбиков. Под следующий 2 вяжем их посвободнее, сильно не натягиваем. Под следующий столбик
Так, сейчас я вот этот хвостик вплету, чтобы его обвязать, сразу спрятать. Сейчас будем сразу его обвязывать, хвостик. Так, провязали 4. Ну, так, давайте еще под эту же, под этот столбик еще один сделаем столбик. 5. И снова пико. Так, под следующий столбик. 1, 2, 3. Так, переходим под следующий столбик. 4, 5 и пико. Итого у нас получится 5 пико на этой стороне. Подошли к арочке из 7 воздушных, и в нее давайте провяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вот такая сторона у нас получилась. Вот этот хвостик мы обвязали, можно его отрезать, уже никуда не денется. Аналогично этому краю будем обвязывать и вторую сторону. Между пико делаем по 5 столбиков. Так, аккуратненько. Так, теперь делаем вот такие лепесточки на внешней стороне воротничка. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3, накид. В третью петлю от крючка провязываем столбик с накидом. Теперь пико 3 воздушные. 1, 2, 3. В третью петлю от крючка 1, 2, 3. В третью петлю соединяем соединительной петлей. 3 воздушные. 1, 2, 3. И в третью петлю от крючка провязываем столбик с накидом. Итак, капелька, пико, капелька. В следующую арочку из 7 воздушных провязываем столбик без накида. Снова 3 воздушные. 1, 2, 3. В третью петлю от крючка столбик с накидом. Далее пико из 3 воздушных. 1, 2, 3. В третью петлю от крючка соединяем. 3 воздушные. 1, 2, 3. В третью петлю столбик с накидом. Так, и в следующую арку столбик без накида. Вот что у нас должно получиться. Так, вяжем до конца, до второго уголка вот этого острова. Давайте провяжем вот такую комбинацию столбиков и встретимся. Вместе обвяжем вторую сторону воротничка. Итак, подошли ко второй стороне, к короткому срезу. Вот что у нас пока получается. Потом мы за каждое пико сделаем блокировку, зафиксируем. Также будем делать блокировку и вот за эти пико иголочки вставлять. Так, далее провязали последнюю вот такую комбинацию капелька, пико, капелька. У нас осталась одна арка из 7 воздушных. В нее провязываем 3 столбика без накида ближе к левому уголочку. Далее пико из 2 воздушных делаем симметрично первому краю. Соединяем вершину последнего столбика без накида. Так, под следующий столбик 2 столбика, под следующий 3 столбика без накида. Делаем обвязку симметричную, аналогично второму краю. Теперь пико из 2 воздушных петель,
под следующий столбик. Если не помним, сколько столбиков куда провязывали, после второго пико мы в первую арку провязали 3, во вторую 2. Итак, под эту арочку делаем 3 столбика. И под следующую арочку, под столбик, делаем 2 столбика без накида. Снова пико из 2 воздушных. Так, под следующий столбик. Так, после третьего пико мы делали в первый столбик. Так, сейчас делаем 2 столбика. Под следующую также 2 столбика. И под следующий 1. Теперь пико. Сюда же под эту арку еще 1. Так, а сюда мы сколько провязывали? Проверяем на всякий случай, чтобы у нас было все симметрично. Да, сюда мы сделали 3. И под следующий столбик 1 пико из 2 воздушных, соединили. Сюда же под этот столбик первый, под следующий 1, 2, это уже 3. И теперь вот под половинку кластера, также под столбик, подошли к начальной петле, с которой мы начинали, и в нее провязываем столбик без накида. Все, вторую сторону также обвязали аккуратненько и делаем шнурочек второй, 3 воздушные петли, столбик с накидом в третью петлю от крючка. Первая капелька, 3 воздушные и в третью петлю от крючка столбик с накидом. Итак, вяжем цепочку, вторую завязочку такой же длины, как и первую. Можно посчитать, но можно и на глазок. Довязываем и ставим наш воротничок на блокировку. Как я делаю блокировку, я уже видео такое выставляла на своем канале. Я оставлю ссылку под этим видео. Но также, может быть, сделаю видео, как я блокирую этот воротничок. Ну, сделаю это в отдельном видео. Также оставлю ссылку. Все, доводим наш воротничок до ума. Придаем красивый вид. Все расправляем. Если нет возможности делать блокировку, можно просто отпарить. Посмотрите, какой красивый у нас с вами воротничок получился. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, мне будет очень приятно. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, всем ровных петелек и до новых встреч!